Приветствую всех любителей шить у себя на канале. Сегодня мы сошьем с вами супер модные в этом сезоне шорты с манжетами на тройной резинке. Шить я буду по моей новой выкройке шорт Жасмин. Ссылка на выкройку будет в описании к видео. Шить буду из футера двухнитки. Выкраиваю в соответствии с выкройкой детали штанин, карманов, пояса. Приступаю к пошиву. Дублирую срез входа в карман нити прошивной клеевой лентой с изнанки. Укладываю на переднюю часть штанины подклад кармана лицом к лицу. Уравниваю срезы входа в карман. Скалываю. Стачиваю на оверлоке срез входа в карман. Заутюжу припуск стачивания на штанину и отутюжу подклад кармана. Наложу бачок кармана на подклад лицом к лицу. Уравняю срезы, скалю и стачаю на оверлоке. Чтобы карман не мешался в дальнейшей работе, я приколю его к штанине в двух местах. Наложу заднюю половинку штанин на переднюю лицом к лицу. Сколю булавками сначала по боковому шву, затем уравняю срезы шагового шва, также сколю булавками. Стачаю на оверлоке. Все операции от начала повторю и со второй штаниной. Заутюжу припуски швов стачивания на заднюю штанину. Теперь соберу шорты. Выверну одну штанину наизнанку, вторая штанина у меня на лицевой стороне. Штанину, которая на лицевой стороне, я вложу в штанину на изнанке. Таким образом, получается, что штаны оказались лицом к лицу. Уравняю шов сидения. Чтобы стык штанин получился четким, я разверну в разные стороны припуски шаговых швов. Шов сидения сколю и стачаю на оверлоке. При этом нужно не забыть проверить расположение припусков шаговых швов вместе стыка штанин в процессе стачивания на оверлоке. Также на оверлоке обработаю нижние края штанин и отутюжу их. Теперь займусь манжетами. Перенесу с выкройки контрольные линии подгиба. Подогну вовнутрь манжет, ориентируясь по средней линии с выкройки. Приутюжу подгиб. Теперь сколю его. Проложу притачивающую строчку на швейной машине. Отогну манжету на штанину по соответствующей линии с выкройки. Чтобы в носке манжеты не отгибалась, я притачаю ее на штанину, прокладывая строчку на швейной машине длиной 1,5 см близко к боковым и шаговым швам штанин. Теперь пояс. Сложу его в кольцо лицом внутрь. Строчку я буду прокладывать от начала короткого края, зайдя на 2-3 мм за линию перегиба пояса. Кстати, у меня на канале есть подробнейший мастер-класс по изготовлению такого пояса с трехуровневой резинкой. Ссылку оставлю в описании.
Припуск не стаченной части пояса необходимо отстрочить. На пояс аккуратно перенесу контрольные линии для строчек под резинки. Предварительно продублировав и принеся с выкройки отметки под люверсы, установлю люверсы контрастного цвета диаметром 8 мм. Мастер-класс по установке люверсов также есть на моем канале. При желании можно здесь выметать вместо люверс петли. Перегну пояс. Отстрочу по намеченным линиям на швейной машинке и получу вот такие вот канавки под резинку. Уравнивая задний шов шорт и шов пояса лицом к лицу, приколю пояс к шортам и притачаю на оверлоке. Ставлю резинки шириной 1,5 см в каждую канавку. Сошью резинки в кольцо вручную. Можно сшить и на машинке. Ставлю шнур. Мои модные и удобные шорты готовы. В них так комфортно заниматься спортом, да и просто прогуливаться. Подписывайтесь на мой канал и шейте свои любимые вещи со мной. Пока!